Спонсор выпуска – магазин Drum of Spirit. Товары для коллекционеров и дегустаторов. Сайт shop.drumofspirit.ru. Профессиональные дегустации в домашних условиях. Идея деления Шотландии на виски-регионы проистекает еще с 1930 года и закреплена официально, а акт The Scotch Whisky Regulations 2009 года официально разделил виски-регионы Шотландии на 5 зон. 3 основных региона — это Highland, Lowland и Speyside, и 2 местности — Айла и Кэмпбеллтаун. На протяжении всего времени становления регионов авторитетные авторы пытались по-своему разделить и выделить, составить свою классификацию регионов, делили их по налоговому признаку, производственному, теруарному и в том числе и географическому. Итак, мы видим регионы, виски-регионы Шотландии разделены на 3 основных региона и 2 местности. И что самое интересное, на сегодняшний день не все знают, что острова, регион острова как таковой не существует, а регион острова включен в один большой регион, который называется Highland. Как же так? Приличное количество островов, на которых находится производство виски, совершенно кардинально разного стиля. И это, помимо Айла, это остров Мал, это Скай, это, не знаю, Харрис, если хотите, Аран, Джура, Оркней. Винокурни, находящиеся в каждой из этих местностей, производят виски своего собственного стиля. Я подумал, что это просто какой-то недосмотр, с этим нужно бороться. И я предлагаю не просто выделить острова в отдельный регион, а предлагаю каждый остров выделить в отдельный регион. И объявляю серию выпусков «Виски-регионы острова». Первый выпуск — регион Мал. Остров Мал находится севернее острова Айла. Он есть даже у меня здесь на футболке. Вот он. Здесь вот остров Айла. Это второй по величине остров после острова Скай, который второй по величине в внутренних гибридских островах, а есть еще внешние. Там есть и острова побольше. Винокурня основана в 1798 году Джоном Синклером. А много ли вы знаете вообще винокурен, которые основаны в 18 веке? Ну вот мне на память приходит Обан и Хайленд Парк, например. При этом она была основана как винокурня, и, точнее работала как винокурня лишь год спустя. Дали лицензию поначалу на производство пива, это была пивоварня. До этого на острове существовало еще несколько винокурен, но с официальным открытием Тобермори эти винокурни канули в лету. Винокурня открыта торговцем, лавочником, можно сказать, Джоном Синклером. Серия Синклер сегодня вот у нас как раз вот представлена в лимитной линейке винокурни. Винокурня была в собственности DCL, которая потом стала United Distillers, которая потом стала Diageo, то есть могла в принципе принадлежать Diageo. В 1930 году она была закрыта на 41 год. До 2013 года она принадлежала Burn Stewart Distillers. И в 2013 году вошла в состав Distell, южноафриканской группы Distell. И сегодня наравне с 2 остальными винокурнями Bunnahabhain и Динстон входит в их зонтичный бренд. Винокурня находится в самом центре оживленной жизни города Тобермори, который находится на севере острова. Здесь буквально рядом основной притягивающий центр туристов район. Это набережная, цветные домики, домики разных цветов, которые находятся на набережной. Буквально чуть левее, если смотреть с моря, находится винокурня. При этом образ этих цветных домиков передан в их фирменный стиль. Видите, здесь вот каждый тип разливаемого виски, колпачок подкрашен в свой цвет, по цвету вот этих домиков. При этом черточки их логотипа, они исполнены в разных цветах. И, как вот если можно подметить, мне показалось, что все эти цвета повторяют именно цвета домов на набережной, которые там стоят. И здесь вот, помимо вот этого металлизированного цветного колпачка, например, у Тобермори 12, здесь вот есть еще зеленые черточки, повторяющие цвет вот этого колпачка. То есть каждый цвет бутылки соответствует цвету своего домика, грубо говоря. Самое интересное — это произношение старого названия винокурни и нового названия релиза. Я буду произносить его «Летчик». Как говорит Игорь Чепкасов, знаток гельского языка, произносится правильно «Ледьек». Однако вы можете услышать самые разные варианты
произношений, которые не то что предлагают, которым обучают в видео шотландцы или англичане, там, не знаю. То есть вот сейчас вот вы можете посмотреть. Lecheg. Lechig. Lechuk. Вот, выбирайте, пожалуйста, на свой вкус себе подходящее название. Большое вам спасибо, что вы не спорите сейчас в комментариях о том, что я неправильно что-то произношу. Однако я буду произносить летчик, просто, наверное, так всем привычнее. Вообще, по поводу произношения гельских названий, лично мое мнение, произносить их нужно просто так, чтобы тебя поняли люди, с которыми ты общаешься. Если вы будете говорить шотландцам летчик, то я думаю, они все вас поймут. Вот, например, мне один англичанин называл свой любимый виски, свою любимую винокурню, он называл ее Ла Хриок. Вот если вы скажете в комментариях, что это значит, я вам поставлю 5. Вот, коробочки тоже, видите, при этом тоже имеют вот такую вот разноцветную раскраску. Очень красивую. Причем здесь вот черно-белая, например, часть, а здесь цветная. От чего зависит расцветка того или иного релиза, я вам не подскажу, вот, к сожалению. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Написал запрос на винокурню также с большим количеством вопросов. Ответа не получил, к сожалению, тоже было интересно узнать и ответ на этот вопрос. Давайте буду разливать и рассказывать. Винокурня производит, как вы, наверное, уже догадались, 2 разных стиля виски. Один это не торфяной, называется он Тобермори, однако есть все-таки некая легкая торфянистость 2 ppm у Тобермори. И второй стиль это летчик. Летчик это торфяной виски, торфянистость на солоде от 35 до 40 ppm. При этом сегодня у меня на столе Тобермори 12, их базовая, сигнатурная, как они говорят, бутылка Тобермори 12. И их вторая экспрессия Летчик 10, которая также является представителем Core Range, то есть стандартной линейки. К сожалению, у меня в виде сэмпла. Далее у меня бутылка оказалась Летчик Риоха. Помните Риоху? Она победила в выпуске Крепкач года 2021. Шикарнейший виски. Я себе купил 3-ю бутылку, у меня кончается уже 3-я. За те деньги, которые она стоила. Стоила она 3800, если я не ошибаюсь. Вот. И Летчик 18 это их лимитка. А у нас в студии, и здесь она не менее просто, не то что не менее, это просто настоящая фантастика, фантастический виски, победитель Whisky Exchange. У них есть Whisky Exchange, есть свой конкурс, это магазин Whisky Exchange, кто не знает. Победитель 2023 года, лучший виски по версии Whisky Exchange. Итак, мастер-дистиллер винокурни Брэндон Маккарон – это просто фантастический человек. Работает он на винокурне буквально недавно, с 2021 года. Его переманило Дистел, и он занимается своим мастерством всеми 3 винокурнями. Работал он до этого в Луи Вуитон Моэ NSC, до этого работал он и в Диажео. При этом Луи Вуитон Моэ не знали о том, что Брэндон уходит, и вот как-то некрасиво получилось, да? Мастер-блендер на винокурне это девушка, причем, видимо, с испанскими кровями. Это Жульен Фернандес или Фернандеш, я не знаю, как правильно, может быть, она португальского происхождения. Переходим к технической части. Солод, используемый на винокурне 2 сортов, это Оптик и Концерта или Кончерта, я не знаю, если это итальянский, опять же, какой-то сорт, вот тут плаваю, к сожалению. Источник воды озера Лохенгер-Агонь, источник очень торфянистый, вода очень торфянистая, по цвету напоминает хорошо заваренный черный чай. Солод поступает с винокурни Порт-Элен, коптится там же, торф поступает с острова Айла, холодильный Порт-Элен, болото называется Касл Хилл, их месторождение. Затирание. Затирание производится сегодня в 5-тонном, ранее производилось в 5-тонном чугунном чане с медным шлемом. Причем медный шлем это интересно при затирке. Наверное, винокурам это было бы очень интересно знать. Сегодня это такой современный заторный чан, который представляет собой такую серьезную, сложную конструкцию из нержавеющей стали, которая обладает свойством рекуперации энергии при затирании воды. То есть она экономит теплопотери. И при этом здесь он уже в 2 раза больше на Тоберморе, 9,5 тонн. Затирка происходит в 3 этапа. Если кто-то не знает, сахара вымываются из солода несколькими температурными паузами. И у наших крафтеров принято это делать в один заход, просто делая остановки на некоторых температурах. Здесь и на многих винокурнях Шотландии и Великобритании производится несколько вод, так скажем,
несколькими водами промывается солод при разных температурах. Ферментация. Очень интересно происходит ферментация. 4 ферментационных чана по 31 тысячу литров, изготовленных из орегонской сосны, она же пихта Дугласа. Ферментация делается в двух стилях. Одна короткая, 48 часов, вторая длинная, 109 часов. Здесь тоже есть очень интересный момент для винокуров. При этом, кстати, Линдер Себби тоже пользуется этой схемой. В случае первой ферментации просто все сахара успевают усваиваться и перерабатываться дрожжами в спирт, а в случае втором, в 109 часов, происходят разные вторичные ферментации, выделяются больше разных эфиров, которые дают больше фруктовых, больше интересных тонов и более разнообразный коктейль. При этом, как говорят на винокурне, вторичная ферментация не только связана с самими дрожжами, она связана с теми бактериями, которые засели в древесине ферментационных чанов, которые используются для ферментации. При этом я не сказал интересный момент, что винокурня производит 2 стиля виски, при этом производит их Тоберморе, не торфяной виски, производит первую половину года, а торфяной производит вторую половину года, то есть строго разделяет по времени. И очень сложным является переход от производства торфяного виски к производству виски не торфяного, особенно в плане ферментации, потому что после ферментации, после смены нужно все тщательно отмыть от торфяных вот этих остатков, и особенно проблема именно с орегонской сосной. Около 2 недель занимает очистка этих танков, да, этих ферментеров от торфянистых всяких вот этих веществ. В результате ферментации получается пиво, как говорят винокуры, крепостью 8-9%. Дистилляция. Дистилляция ведется 2 парами перегонных кубов. Вош-стилы 16,5 тысяч литров, спирит-стилы 16,700, приблизительно одинаковый объем. Имеет очень интересную форму, помимо луковичной классической формы самого куба, имеют очень непростую форму лебединой шеи. Она S-образная и такая вот под крутым углом вверх уходит. Таким образом, здесь спирты просто супер легкие получаются. Слава богу, удалось узнать информацию о схеме резки, да, о схеме обрезания спиртов. При дистилляции, как известно, снимаются головы, хвосты и сердце. Головы снимаются в течение 20 минут, и переключение на отбор сердца происходит при 73% крепости струи. Далее около 6 часов происходит отбор сердца, вплоть до 56% ABV спирта в струе, после чего переключаются на хвосты, и около 5-6 часов идет отбор хвостов. При этом на что идут хвостовые фракции, мне понять не удалось. Может быть, кольцуются они или нет с последующими дистилляциями, или может быть они идут на что-то другое, я так и не выяснил. Помимо всего прочего, винокурня уделяет большое внимание производству джина. У них отдельная дистилляционная установка, и, как я понял, они дистиллируют именно на солодовый дистиллят. То есть у них не спирт, и у них такая серьезная дистилляционная, по сути дела, перегонный куб, в который встроена джин-корзина, и производится дистилляция своего джина. И они очень активно занимаются его продвижением, он там что-то тоже занимает. Давайте приступим к дегустации. Тоберморе 12 лет, тонкий, фруктовый, с легким дымком. Как говорят винокуры, это их сигнатурный релиз, как в случае и с Гленфидиком 12, но в случае, по сравнению с Гленфидиком 12, это 2 разные вещи. Здесь чувствуется что-то, конечно, и от фруктового, действительно, из яркого такого. Грушка — это, наверное, их общий профиль, только если Гленфидик — это груша что-то типа дюшеса, то Тоберморе 12 — это что-то типа такой желтой груши, не пакхам, а такая вот желтая груша есть небольшого размера, что-то типа такого. Фрукты перечно-пряные, ноты, большое обилие. Есть легкая нотка растворителя, есть цитрусы, есть мед. А вот гвоздики, которые мне, как кажется, очень обычно подходят к бочкам Virgin Oak, а в составе этого релиза в основном бочки из-под бурбона и немножечко бочек Virgin Oak, то есть бочки, которые не хранили в себе ничего до этого, просто обожженные бочки. Здесь я не чувствую, видимо, их не так много. И почему действительно это сигнатурный релиз? Потому что, как вот я рассказывал в выпуске, по-моему, Sprint Bank, я считаю действительно, что сигнатуру винокурни лучше оценивать по не сильным возрастным релизам, и выдержка
вот не то, что желательно, а обязательно должна быть в бочках из-под бурбона. Великолепный аромат, насыщенность классная, 9 из 10. Есть легкий дымок даже чувствуется. Есть печенье, есть мед. Печенье, политое медом, наверное, даже. Немножечко мокрой бумаги. Очень яркий. Есть и вполне такие зримые ноты сернисто-металлические, то есть что-то от перегона, что-то от змеевика. Хотя, в принципе, у них кожухотрубные конденсоры. Ну, видимо, это что-то, наверное, от куба даже, наверное, вот, а не от змеевика. Насыщенность классная, вкус. Уходит значительно дальше аромата. Плотный, густой, много фруктов, много танинов, изобилие специй, корица, имбирь, черный перец. Много-много танинов, конечно, древесности много, может быть даже чуть больше, чем хотелось бы. Есть легкие медно-сернистые ноты, которые мы чувствовали в аромате. И грушево-яблочное пюре. Наверное, что-то такое и здесь именно вяжущееся дальше. То есть вначале мы чувствуем фрукты, какие-то металлические, пряные ноты, много пряностей. И дальше это все заканчивается вяжущей историей и переходит в послевкусие. Здесь послевкусие айва, дерево, свежее дерево, немного мокрого дерева, специи. Танины, наверное, преобладают. Отличная базовая двенашка. При этом, наверное, даже очень интересная. Оценка выше, гораздо выше, чем тот же Glenfiddich. Я поставил 85 баллов. Фух, прекрасные виски. Ну, Риоху я разбирать не буду, просто расскажу, что она мне очень понравилась. Десятку-то, наверное, тоже давайте попробуем. Десятка по сравнению с такими более продвинутыми релизами от негациантов. Кстати, все релизы Distella производятся при крепости базовой 46,3% ABV. Лимитки, естественно, могут быть и выше, и бочковая крепость, и 55, и под 60 градусов уходить. Десятка, она вполне базовая. И она не такая какая-то вот яркая, как, например, какие-то его коллеги по возрасту. Ну вот, например, ну не Клэкстонс, а вчера у меня была 11-летняя Port Pipe. И вообще PX летчики, это просто какая-то невероятная история. Здесь десятка больше, ну, наверное, я бы не отличил ее от каких-нибудь виски типа Лаговулин, может быть, Кулыла или, например, Торвик. Здесь нет такого яркости, как бы такой отличительной нет, хотя, как и говорят любители летчика, что они вычислят летчик вслепую легко, не уверен, что десятку они бы вычислили. Вот, значит, десятки я поставил, если я не ошибаюсь, в районе 83 баллов, может быть, 84. Ну, такой вот обычный торфяной виски, так скажем. Риоха совершенно великолепна, я ее разбирать не буду. Риохе я поставил 87 баллов. Это, ну, я не знаю, виски, которые я бы, наверное, еще бутылки 3 купил, если была возможность. 87 баллов Риохи и восемнашка. Восемнашка это вообще отпад. По ценам, да, по ценам мы сейчас тоже пробежимся. Восемнашка очень крафтовая, она имеет много фермерских тонов, много сырных нот. Чеддер, может быть, даже не чеддер, а чечил. Копченый бекон. Вообще, летчик — это ассоциация копченый бекон, чечил, может быть, сливовая кожура и чем-то еще, что-то из серии, знаете, есть крем-чиз, только не классический, а с плесенью. Вообще, летчики — это такой вот гастрономический виски. Лично для меня это виски-еда такая. Как, например, тот же Springbank. Замечательный аромат, замечательный вкус. Тут я не буду рассказывать о восемнашке, но давайте попробуем. Плотный, густой, маслянистый. Безусловно, фенолы, все это есть. Это гуашь, это чем-то йод, водоросли. Уголек, кстати, уголек и копоть от камина, я бы так сказал. Продолжение носа — это бекон, это сыр с плесенью. Кто-то считает, что это носочки нестиранные.
Ну, десяточка, вот, кстати, тут же после восемнашки десятка проявляет тона нью-мейка. Здесь чувствуются легкие вот эти вот хлебно-грушевые, такие вот недозрелые, незрелые ноты. Очень интересно, советую экспериментировать, именно проверять свои оценки. Если вы поставили, считаете, что, может быть, много поставили, переоценили тот или иной виски, например, ну, базовый, да, начальный, обязательно попробуйте что-то посерьезнее, что-то повозрастнее. После этого вы точно можете вот взять обратно свой бокал и заметите явные изменения. Он будет для вас более простым, более таким легким, водевильным, и, может быть, вы заметите, что появились какие-то бражные ноты. Вот, можете оценку после этого и понизить. 89 баллов я поставил, кстати говоря, восемнашке. И для вас я подготовил специально такую табличку с ценами и с оценками. И попытался вот аналоги подобрать. Летчик 10, аналог Кулыла 12, Торвек, ну тот, который сейчас второй, Legacy Series. Просто, может быть, у вас свои какие-то будут предложения, но вот мне то, что первое в голову пришло. 84 оценка летчику, 45 евро цена, я в евро буду цены говорить, Кулыла 40, Торвек 50. То есть при той же цене чуть выше, чуть интереснее выглядит летчик 10. Тобермори 12, 84 балла, и аналоги, которые, ну, мне вот в голову пришли, Old Paltney 12, он менее крепкий, да, но мне почему-то вот какой-то вот морской стиль кажется здесь более уместен. 81 балл Old Paltney, 84 Тобермори, цена Old Paltney ниже, но я всегда лучше возьму что-то более крепкое, более интересное. И в противовес еще более крепкие виски, Бруклади, Classic Laddy, да, противовес Тобермори 12. 83 балла, цена такая же. Кто-то, кстати, со мной поспорит, что Classic Laddy гораздо выше стоило бы оценку дать. Нет, мне кажется, все-таки мне Тобермори больше нравится, хотя здесь и крепость чуть пониже. Летчик 12, аналогия Lafroig PX Cask. Летчик 12 PX Finish, это просто фантастические виски, которые мне удалось попробовать. Противопоставить, аналогию какую-то подобрать этой двенашке я не смог. То есть, если вы можете, подскажите, какой бы виски можно было, не негациант, именно официальный ботлинг предложите, какой вот можно виски предложить по аналогии с летчик 12 PX Finish. Ну вот Lafroig только мне пришел, PX Cask, там причем смесь, по-моему, бочек, не все бочки PX, это не финиш, но тем не менее. И оценка гораздо ниже, 83 балла, здесь я ему 90 поставил, 75 цена. Цена у летчик 12 в 2 раза дороже, но однозначно виски уровнем просто следующая весовая категория, можно сказать. Летчик Риоха, вообще не нашел аналогов, совершенно бесподобный виски, 30 долларов сейчас стоит, ой, 30 евро, пардон. Не знаю, если вы что-то можете предложить подобное тоже. То есть торфяное, но с финишем вот в Риохе. Тобермори 17-летний, аналог ему совершенно хорошо подходит. Highland Park 18, крепость совершенно разная, конечно, но типы виски, по сути дела, очень похожи. То есть хересные виски 18-летнего уровня, так скажем. Оценки похожие, цены похожие, но цена у 17 покрепче. То есть, по сути дела, можно было бы, наверное, здесь Тобермори не вырывается вперед. Летчик 22 года, чисто PX выдержка, но я просто так его взял, чтобы вы видели, какие есть релизы у Тобермори. Летчик 22 года, чистая выдержка Педро Хименес, это просто космос какой-то, ребята, это не виски, это просто какая-то фантастика. Аналогов тоже, к сожалению, мне в голову не пришло. То есть, что интересно, выводы. У Тобермори отличная линейка, половина из которых не имеет аналогов. Ребята творят историю, создают классные, интересные релизы. Я обязательно буду за ними следить, обязательно буду что-нибудь себе покупать, если будет выходить что-то новое. Вопрос номер один. Является близость острова Айла минусом для Тобермори? С одной стороны, да, является минусом в том плане, что остров Айла является образцом, за которым хочется повторять. То есть делать какие-то виски, закручивать на них цены, стараться ничего не делать, но продавать свой товар дорого. Какие плюсы? Ну, во-первых, это тень от острова Айла. То есть все смотрят на Айлу, и никто не видит Тобермори. Пусть будет так, мы будем потихонечку пить отличные виски и никого не будем трогать, никому не будем мешать.
Вот. А второй плюс, ну, естественно, это близость винокурни Порт-Элен, ну да, винокурни, солодильни, которая поставляет солод на Таберморе. То есть это удобно, это недорого, раз и привез. Выдержка, кстати говоря, производится, ну, понятно, в двух основных типах бочек, это бурбон и херес, но она производится не на острове Мал. Выдержка производится рядом с винокурней Динстон возле деревеньки Дан. О Динстоне подробности вот в этом выпуске. Вопрос номер 2. Есть ли сигнатура у винокурни? Да, есть. И эта двенашка тому яркое подтверждение. Аналогичную двенашку какого-либо другого производства вы просто не найдете. Совершенно уникальный, самобытный стиль виски, который не повторяем, не подражаем. И оценить сигнатуру с помощью двенашки, пожалуйста, вообще легко. Двенашка — это вот прям квинтэссенция, наверное, качества, цены и сигнатуры. Но более сигнатурно, пожалуй, десятка. Десятка еще более сигнатурна, но она уже более молода. Так что смотрите. Ну, потому что в десятке больше даже чувствуется дымок, что интересно. И вопрос номер 3. Стоит ли покупать Таберморе? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Это интересно, это в чем-то где-то недорого. Вот, например, вот в этом. И это очень качественно, это высококачественно. Такие релизы просто нужно отлавливать. По сравнению с другими релизами, наверное, вот любители Таберморе говорят, что, вы знаете, а вот Таберморе даже дешевле, и мы будем за этим. И вот это важный фактор. Нет, на самом деле Таберморе не дешевле, где-то в чем-то даже дороже, где-то дешевле. Ну, в общем, цены такие более-менее приблизительно с рынком. Явно маркетологи следят за уровнем цен остальных производителей, так что здесь рассчитывать на халяву однозначно не стоит. Ну как, понравился вам выпуск о новом регионе Мал? Надеюсь, понравился. Будем открывать новые регионы вместе и изучать новые винокурни вместе. Присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь к каналу, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики, пишите, что думаете, какие мысли, будет интересно. Итак, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные. Хотя знаете что, если вы комментарии не пишете, то Почему не комментируешь именно ты? Напиши в комментариях. правильные дистилляты. Пока. При этом Луи Вуиттон Моэ не знали о том, что почему у меня все кончается, почему все батарейки садятся,